Вы изучаете русский уже несколько лет. Вы знаете много слов, у вас большой вокабуляр, но вам все еще трудно говорить. У вас мало возможностей практиковать в естественной среде. Но не переживайте. Именно для вас я создал мою игру, которая называется Word and Sword. Слово и меч. Привет, меня зовут Сергей, и сегодня я расскажу вам о моей игре. Что это за игра? Это настольная ролевая игра, в которой вы будете принимать роль какого-то героя, вы будете проходить через разные испытания, миссии, квесты, помогать другим, и, конечно же, вы будете все это время практиковать ваш естественный русский. Маленький дисклеймер. Конечно, это видео, это промо для моей игры, для моего бизнеса, поэтому я говорю об этом сразу. Но даже если вы не хотите принимать в этом участие, я рекомендую вам посмотреть это видео, и я уверен, что вы узнаете много нового и интересного. Ну что, вы готовы? Поехали! Давайте сначала разберемся, что же такое настольно-ролевая игра. Ну, во-первых, это не видеоигра, это не компьютерная игра. Мы не будем использовать джойстик или клавиши и передвигать наших персонажей. Конечно, это проходит в формате онлайн, да, поэтому это онлайн настольно-ролевая игра. Но что значит настольная? То есть значит, что обычно люди играют в нее на столе. Если вы знакомы с такой очень известной игрой, как «Подземелья и драконы», или по-русски, как мы называем, Dungeons and Dragons, то тогда вы знаете, что это такое. Если нет, то это такие игры, в которых люди, как правило, проводят время вместе за столом, им не нужны компьютеры. Иногда сейчас люди используют это, но это не самое главное. Самое главное, что вам нужна группа людей, и вам нужен один ведущий этой игры. В данном случае я буду ведущим, я буду так называемым гейм-мастером, да, или мастером игры, и я буду проводить эту игру для вас. И, конечно же, я не буду просто гейм-мастером, я буду учителем, буду объяснять, рассказывать, подсказывать, и если какие-то вещи непонятны, то объяснять еще лучше. Ну а что же значит ролевая? Это значит, что в этой игре каждый из героев, то есть каждый из вас, студентов, будет принимать на себя роль разных героев, да, разные вы будете люди, и вам нужно будет играть свою роль. То есть, конечно, я не ожидаю от вас актерскую игру, но что самое главное, что дает эта игра, это возможность говорить от первого лица, то есть, так сказать, использовать ваш русский язык в реальной жизни. Конечно, это не реальная жизнь, но многие вещи, которые будут в этой игре, вы можете их использовать потом в реальной жизни. Но хорошо, есть вот это, но почему это игра? Почему это не просто история? Ну, во-первых, мы все равно будем использовать кубики. У нас будет 3 кубика, да, вот у нас есть эти обычные кубики, шестигранные, да, и да, у нас будет их 3. Там есть много разных кубиков, но я не хочу это усложнять. Поэтому математика в этой игре будет простая, ничего сложного. Ну и самое главное, почему эта игра, я думаю, что идеально подходит для людей, у которых уже есть много вокабуляра, но у них нет возможности практиковать его в естественной среде, да, потому что часто люди, когда например, вы уже хорошо знаете русский, уже понимаете много, но когда вы говорите с другими людьми в интернете или вы говорите не знаю, с какими-то с учителями, да, вы говорите о том, о сём, о себе, но вы не находитесь в каких-то ситуациях. И поэтому задача этой игры — поставить вас в какую-то ситуацию, где вам нужно использовать свой язык. Вам нужно помочь кому-то, спросить какую-то информацию у кого-то, спасти кого-то, убежать от кого-то. И за это вы можете говорить: «Я хочу сделать это, я хочу открыть, я хочу найти, помочь, спасти». То есть вы используете много глаголов, которые нужны в ежедневной речи. Ну и самое классное, почему моя игра, вот эта Word and Sword, она моя особенная, потому что я сделал ее в мире
таких славянских мифов. То есть, так сказать, вы оказываетесь в мире Древней Руси. Вы оказываетесь в мире, где существуют волшебные существа, как, не знаю, Домовой, Баба-Яга, да, Кимора, другие. Если вы не знакомы с этими существами, я рекомендую вам посмотреть вот это видео, где я рассказываю подробно о русских мифах, о русских духах и демонах. Но прежде чем вы начнете игру, конечно, нужно вам сделать своего героя. То есть, кто вы будете, как вас зовут. Да, давайте посмотрим. Я вот приготовил специально для этой игры лист героя. Во-первых, сначала вам нужно подумать имя вашего персонажа, да, как его будут звать. Нужно подумать о возрасте, сколько ему лет, пол, какого он пола, это мужской, женский или что-то другое. Уровень, как правило, все герои будут начинать с первого уровня. Вот. Вы можете подумать, какой будет у него рост. Высокий, низкий, 150 или 2 метра. Я не знаю. А насчет класса мы поговорим подробнее. У меня есть определенные классы в этой игре, то есть вы можете быть разными, так сказать, ваши профессии могут быть разные, но поговорим попозже. И сколько у вас здоровья. Здоровье зависит от вашей силы. Об этом тоже чуть-чуть попозже. Также у нас есть, вам нужно будет подумать, как будет выглядеть ваш герой, да? Какие у него волосы, какие глаза, какого цвета, какой цвет кожи, да? Какие у него отличительные черты. То есть, что значит отличительные черты? Это значит, например, если у него какой-то шрам на лице, какая-то татуировка, какое-то что-то необычное в его внешности. А также вы можете описать, какая на нем одежда. Кроме того, вам нужно будет подумать о его личности. Какие у него черты характера. Он мягкий, он такой жесткий, он добрый, он серьезный, он такой агрессивный, да? Какие у него сильные стороны, какие у него слабые стороны, да? Что он хорошо умеет делать, что он плохо умеет делать. Что ему нравится. Например, ему нравится сидеть вечером и смотреть на звезды, да, а что ему не нравится? Например, ему не нравится фальшь или ложь. Также вам нужно будет подумать, откуда ваш персонаж. Он может быть, конечно, из вот этой древней Руси, из славянского мира, а может быть, он приехал в этот мир издалека, да, по-русски. Вот. Он приехал из древней Скандинавии или древнего Рима, да, и вот, то есть, можете использовать свое личное происхождение, если вы из Италии, например, вы приехали из Рима, если вы из Норвегии, вы приехали как викинг, да, например, но не обязательно. Вы можете быть откуда угодно. В этом и суть этой игры, что вы создаете, так сказать, новую личность, которую вы можете быть кем угодно, вы можете выражать себя так, как вы хотите. Подумать о вашей истории, да, какая у него предыстория, почему вы сюда приехали, что с вами случилось. То есть нужно использовать воображение. И очень важная часть это именно игры, да, почему нам нужны кубики, потому что у каждого героя в зависимости от его класса будут разные способности. В нашей игре есть 4 главные способности. Это знание, то есть то, насколько он умный, насколько он мудрый, насколько он знает много разных вещей. Также харизма. Харизма, то есть насколько он может располагать других людей к себе, насколько он может убеждать людей, да. Также, насколько он сильный, да, если у него много силы, значит, он очень сильный. И, конечно, ловкость. Это очень важная способность, важный навык. Например, если вы можете пройти по тонкой веревке, да, или вы можете сделать что-то незаметно, что никто не видит, или вы можете показывать какой-то фокус, да, использовать ловкость рук. Вот. И как бы в зависимости от этого, какой ваш герой, какой у него будет класс, я буду определять, какие у него способности. И каждый раз, когда вам нужно будет сделать какую-то вещь, например, вам нужно будет открыть большую тяжелую дверь, и она очень тяжелая, да, и если ваш герой слабый, у него мало силы, вы, конечно, можете бросить кубики, и, может быть, у вас выйдет большое число, но это не поможет, потому что, когда у вас мало силы, вам будет очень трудно это сделать. Поэтому нужно использовать сильные стороны вашего героя.
Конечно, нужно будет подумать о целях и мотивации, почему вы здесь, что вы хотите сделать и чего вы боитесь, о страхах. У каждого героя будет определенное снаряжение, например, его оружие, например, то, что он берет с собой, какая-то веревка, да, где он будет спать, и будет определенное количество денег. И чем сильнее ваш герой, тем больше он может нести снаряжение. А также, если класс вашего героя позволяет заниматься магией, а да, в этом мире будет магия, то вы можете записывать сюда разные заклинания, которые он знает. И, конечно, чем выше знания у вашего героя, тем больше заклинаний он знает. Здесь есть пример одного героя, которого я создал, и я оставлю этот файл в описании этого видео. То есть вы можете скачать, это бесплатно, и посмотреть, и понять вообще, насколько вам это интересно. Ну, давайте поговорим о том, какие классы у нас есть. Первый класс — это богатырь или поленица, девушка. Это сильный герой, у которого есть большая сила, большая харизма, может быть, не очень большая ловкость и немного знаний, но он довольно сильный воин, может драться. Если вы хотите быть еще более сильным и менее умным, то, конечно, вы можете быть варваром. Это другой класс, варвар или варварка. Вот. Если вам же нравится помогать другим, защищать других, вы можете быть жрецом или жрицей. Вот. Они владеют магией, они могут лечить людей, могут видеть будущее. Вот. Поэтому тоже очень интересный класс. Кроме того, если вам нравятся деньги, если вы хотите обладать большой харизмой, вы можете быть торговцем или купцом, а также купчихой. Вы можете торговать с людьми, можете убеждать людей, покупать людей. То есть в зависимости от того, какой класс вы выберете, у вас будет абсолютно разная игра. Но так как ваши другие друзья будут иметь разные классы, то это будет сбалансированная команда. Также вы можете быть ремесленником. Ремесленник — довольно сбалансированный класс, у него есть хорошие знания, хорошая сила, хорошая ловкость рук. Да, например, эта девушка-ремесленник, она умеет делать красивые ювелирные изделия, да, или же вы будете, например, сильным кузнецом, который будет ковать железо, делать мечи. И если вы хотите быть очень сильно харизматичным героем, вы можете стать сказочником, как я. Вы можете путешествовать по миру с музыкальным инструментом и можете рассказывать разные истории, петь песни. И, конечно, люди могут вам за это давать деньги, а деньги — это тоже важная вещь в этой игре. А может быть, вы можете использовать вашу музыку, чтобы усыпить и успокоить страшного монстра. Все, что здесь будет, ограничено только вашей фантазией. И последний класс, конечно, это маг, чародей, волшебник или ведьма, да, это сильная, очень такая наполненная магией женщина или мужчина, вот, которые, как правило, берут свою магию не от чистых сил, а от темных сил. Кроме того, так как мы будем передвигаться по разным местам, я буду вам показывать разные карты разных мест. Вы можете смотреть на карты, можете думать, куда вам идти, куда вам не идти, как куда-то добраться быстрее, и, например, иногда вам нужно будет останавливаться, потому что вы устали, вам нужно будет делать лагерь, то есть все как в реальной жизни, и вы будете говорить об этих вещах, вы будете разговаривать, то есть я создаю много контекста для практики вашего русского языка. И прежде чем мы начнем игру, я даю вам классные вот такие карточки, которые вы также можете бесплатно скачать в описании, сейчас уже. И смотрите, эти карточки, на них написаны разные вещи, которые могут вам потребоваться в этой игре, разные объекты. Да, возможно, это не самый, так сказать, полезный вокабуляр в ежедневной жизни, но, однако, здесь тоже есть очень классные глаголы, например, «защищаться», да, или, например, глагол «разбить лагерь». Кроме того, у меня есть, например, готовить, приготовить. Я показываю всегда в двух видах, да, несовершенный и совершенный вид. Говорить, поговорить, смотреть, посмотреть, например, стрелять, выстрелить. То есть вы можете смотреть, использовать эти карточки
положить их перед собой, и когда мы будем играть, вы можете смотреть и вспоминать, я хочу сделать это или это. Так сказать, это будет ваши подсказки, это будет вам помогать в том, чтобы лучше запоминать новые слова и использовать их прямо здесь на уроке. Сейчас я вставлю маленькое видео, в котором я продемонстрирую вам, как все-таки проходит в реальности эта игра. Эта игра проходит с моими учениками, я закрыл их лица, имена, но вы можете понять в целом, что там происходит. Вы сейчас на корабле. Начался шторм. Да, вы видите свет здесь. Да, видите свет этой деревни. И капитан говорит, что он должен плыть к этой деревне. Вы все мокрые. Абсолютно мокрые. Вот. И что вы будете делать? Найти гостиницу? Найти гостиницу. Отель, Но гостиницу, да. тут нет отеля. Итак, вы внутри трактира. Вот. Что вы видите, когда вы заходите в трактир? Петр, что ты видишь? Я смотрю столы и один человек. Я смотрю цвет для candle, I don't know. Есть, да, свечи. Мы Свечи. говорим. Свечи. Чи? Скажи, Лена, как выглядит хозяин трактира? Как выглядит? Да, как он выглядит? Как он выглядит? Да, он молодой, он старый. Он старый. У него есть много волос. Волос на лицо. Да, у него есть большая седая борода. Нам нужно еды. Я хочу есть. Голодный, значит? Ну ничего, все хорошо. У меня есть еда. Гороховый суп, а также грибы. Грибы, соленые грибы, конечно. Это любимое блюдо. Вы берете вашу еду, берете напиток и садитесь за стол разговаривать. Ну вот, друзья, вы посмотрели это видео, и теперь вы чувствуете, да, Сергей, я готов, я хочу принять в этом участие. Как я могу это сделать? Что ж, не переживайте, уже есть несколько групп студентов, которые хотят это делать, и если вы хотите к ним присоединиться, то переходите по ссылке в описании, там будет вся информация. Цена может варьироваться от того, когда вы смотрите это видео, поэтому я не буду ее называть сейчас, но если вы смотрите это видео в тот момент, когда оно вышло, то уверен, что вы получите лучшую цену. И если у вас есть другие вопросы, вы что-то хотите узнать больше, то спрашивайте в комментариях, я обязательно на все это отвечу. Ну что, друзья, это все на сегодня. Спасибо, что смотрели. С вами был Сергей. До скорого и пока-пока.